Привет, Арми. Желаем вам всем всегда быть здоровыми, счастливыми и благословленными изобилием. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться и включить колокольчик, чтобы не пропустить трогательные истории от Икуки, которые вы больше нигде не найдете. В сверкающем и таинственном мире корейских развлечений, за вспышками софитов и ликованием зрителей, скрывается история, которая никогда не была раскрыта публично, но кажется невероятно важной для любого, кто готов погрузиться в нее глубже. Это не просто история о двух кей-поп-айдолах, это история Чон Чингука и Ким Тэхёна, двух имен, которые, встретившись, создают связь, выходящую за рамки простой химии. Они – Тэкук, феномен, рожденный не случайностью, а настоящей связью. И теперь слухи, которые когда-то считались всего лишь домыслами фанатов, постепенно подтверждаются молчаливыми свидетелями, сотрудниками BTS. Их связь всегда была особенной, их взгляды задержались дольше, чем следовало бы, их прикосновения кажутся более личными, чем просто дружба. И пока весь мир отвергал фанатские теории, считая их всего лишь иллюзиями, персонал молча наблюдал за всем этим и хранил это в тайне. Сотрудник BTS Travel Show сказал: «Чингук очень оберегает Тэхёна, если кто-то подходит к нему слишком близко, особенно женщина, его аура меняется. Ему не нужно говорить, но атмосфера сразу же становится холодной, напряженной. Как будто Тэхён не просто друг, а тот, кому нельзя прикасаться небрежно». Однажды во время фотосессии Тэхён был увлечен разговором с девушкой-стилистом. Чингук, смеявшийся вместе с Чимином, внезапно замолчал. Он не перебивал, он просто подошел и встал рядом. Ни слов, ни резких движений, но все в комнате знали, это не нейтральная позиция. Это было доминирующее молчание, четкий сигнал: «Он со мной, не подходи слишком близко, звездочка». Чингук не просто стоял, он занял стратегически важную позицию между Тэхёном и стилистом, создав невидимую границу. Как будто безмолвно говорил: «Хватит, ближе не подойти». Его аура изменилась, взгляд стал острым, но не злым, спокойным, но пугающим. И, что еще важнее, Тэхён, казалось, это почувствовал, он медленно замолчал и слабо улыбнулся. Не потому, что ему было неловко, а потому, что он знал, что кто-то его защищает. Несколько сотрудников, ставших свидетелями этого момента, отметили резкую перемену в атмосфере, смех и подшучивание, наполнявшие комнату, внезапно исчезли, сменившись напряженной тишиной. Все знали, что Чингук не злится, но также понимали, что в отношении Тэхёна существуют негласные границы. Это была необычная ревность, это была глубокая форма защитного чувства, как альфа-волк, оберегающий свою пару. Не из собственнического чувства, а потому, что он чувствовал себя безусловным защитником. И, как ни странно, хотя Чингук не произнес ни слова, все поняли. Стилист быстро сменил тему, Чимин, который смеялся, тоже замолчал, а Тэхён просто смотрел на Чингука с легкой улыбкой, словно молча благодарил его. В этом и заключалась уникальность их отношений, язык их тела говорил громче тысячи слов. Чингуку не нужно было объяснять свои чувства к Тэхёну словами, потому что его тело, даже его присутствие, уже сделало это. Он сказал: «Звездочка, он мой, я должен его защищать, и я всегда буду стоять между ним и всем, что доставляет мне дискомфорт, звездочка». Помощник режиссера рассказал о шокирующем моменте за кулисами. Когда визажист собирался поправить пиджак Тэхёна и коснулся его плеча, рука Чингука тут же оттолкнула ее. Это было не грубо, но быстро, как будто его тело отреагировало бездумно, инстинкты взяли верх. Если не защита из самых глубин его сердца, то что? Еще один инцидент произошел во время репетиции хореографии. Новый танцор громко и преувеличенно выразительно похвалил голос Тэхёна. А Чингук? Он остановил репетицию, затем спокойно, но твердо подошел и сказал: «Давай порепетируем дуэт». Затем он оттащил Тэхёна. Это не было резкостью, но атмосфера мгновенно накалилась, словно он хотел, чтобы весь мир узнал: «Звездочка, Тэхён не принимает комплименты просто так, особенно от незнакомцев, звездочка». Некоторые могут назвать Чингука собственническим, но истинные фанаты знают, что это форма любви, рожденная ответственностью.
Чингук не просто любит Тэхёна, он чувствует себя обязанным защищать его от всего, что может ранить, как внешне, так и внутренне. Визажист однажды трогательно заметил: когда Тэхён устал или печален, Чингук сразу это понимает, без слов. Он сидит рядом, молча, иногда держа его за руку. Он тихий, но полон смысла. Prove that love doesn't always need to be shouted, sometimes it comes in the form of sincere silence. Since its debut, T-Cook has displayed an undeniable classroomness. The camera may not always capture it, but the softens and the hearts of the staff can feel it. The editor of the BTS documentary Evern said: there are many moments of T-Cook that we can show, not because they are unimportant, but because they are too honest. They reveal too much of what they don't say. In an interview that many may have missed, Jungkook once said: I don't need a lot of friends, the important thing is to have someone who understands me, like Taeyong. It may sound trivial at first, but for those who understand the language of silent love, it's a confession without confession. Now, with the staff speaking out, everything is clear. The hashtags звездочка решетка тайкаки сериал звездочка and звездочка решетка юнкак протестуюнг звездочка а trending armies round the world are watching cold videos, recalling entertainment that were once taken for granted but now feel like hidden signals of love behind smiles. During a concert rehearsal, Taeyong was asked to move his chair due to lighting adjustments. But before he could move, Jungkook immediately said: Hunk, stay there, и move. Its tone was gentle, but filled with tension. It isn't a requirement, but a form of protection. ARMY describes their relationship like an unwritten love letter. A gaze that never leaves. A smile that's only for one person. A hug that lasts longer than mere friendship. A small touch that feels bigger than the world. They never said I love you in front of the camera, but the word knew it. Because their love was too genuine to hide, yet too personal to be discussed openly. And if there is one question that remains: who is so protective of Taeyong? Who can't stand him getting too close to someone else? Who reacts physically before their mind even processes it? The answer is simple, Jungkook. He doesn't just love Taeyong, he feels Taeyong as a part of himself. And for many fans, that was enough to believe. Now, after all the evidence, stories, and being hashines testimonies, do you still believe this is just a regular bromance? Or is love something that doesn't need words because it's so obvious in actions? Because sometimes, true love is just about protecting. And no one protects Taeyong as deeply, calmly, and sincerely as Jungkook. If you feel the depth of this relationship, share your thoughts in the comments. Do you also believe that звездочка решетка тайкаки сериал звездочка? Don't forget to like, subscribe, and turn on notifications, because I continue to bring you touching stories you won't find anywhere else. See you in the next video, T-Cook fans.